Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер: данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Может быть, это был Тэхён? На своем эфире Чонгук похвастался, что ему подарили микрофон. Так вот, этот подарок подозрительно похож на ту самую татуировку микрофона, которая уже давно красуется на руке Чонгука. Микрофоны похожи, правда? Вспомните тот самый момент на концерте. Тэхён показывает Чонгуку свой зеленый микрофон, а Чонгук в ответ указывает на свою тату, как бы сравнивая их. Но микрофон Тэхёна не так уж похож на тату Чонгука, а вот теперь у Чонгука в руках точная копия его татуировки. И я думаю, а не Тэхён ли стал тем самым тайным дарителем? Вполне вероятно, что после того взаимодействия на сцене у Тэхёна возникла мысль о подарке Чонгуку, и он решил воплотить ее в жизнь. Чонгук, кстати, с такой теплотой назвал этот подарок очень милым, но вот имя того, кто его преподнес, предусмотрительно оставил в секрете. Почему-то мне кажется, что этот микрофон не просто сувенир, а очень личный жест. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему «Наклейка на телефоне Чонгука расшатала нервы некоторых фанатов. Обсудим». Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Светится от счастья, когда одно касание меняет все. Как же Гуки радуется всякий раз, когда Тэхён касается его подбородка. Ах, это не может не умилять. В эту секунду его улыбка становится какой-то особенной, широкой, искренней до самых глаз. Он буквально расцветает после его касания. Это невозможно не заметить. Чонгук воспринимает этот жест как нечто невероятно ценное, и Тэхён прекрасно осознает этот эффект. Он как будто проверяет: да, Гуки, ты все еще млеешь от этого? 8 место. На что он показывал? Тот момент, когда очень хочется иметь способность читать мысли других людей. Вигу делают волну лежа на полу. Чонгук останавливается и наблюдает за Тэхёном. Тэхён видит, что любимый смотрит на него и решает сделать еще одно соблазнительное движение. Но Гуки что-то замечает и указывает пальцем. Как вы думаете, на что он указал? У меня есть мысли, но я лучше промолчу. Но кажется, что в тот момент Тэхёну было очень хорошо. 7 место. Бушующие эмоции. Ревнующий Тэхён. Иногда я просто поражаюсь, каким же Тэхён бывает открытым в своих эмоциях. Вы только взгляните, какой же он собственник. Чонгук просто беседует с другим человеком, а Тэхён уже злится. Он даже не пытался скрыть свою ревность. Ах, я никогда не осуждала людей, которые ревнуют. Для меня это только показатель того, что человеку вы важны, и он боится вас потерять. Сейчас Тэхён уже не ведет себя так. Может быть, просто не было повода, или со временем их отношения окрепли, появилось абсолютное доверие. Но я скучаю по этим бушующим эмоциям. 6 место. Злой медвежонок. Чонгук, который пытался угодить своему обиженному медвежонку.
Перед концертом Тэ хотел поговорить с Чонгуком, а тот общался с друзьями в чате, не обращал на него внимания. Тэхён не так обиделся на Гуки, что потом еще долго его игнорировал. А Чонгук понял, что был неправ, и посмотрите, как он пытался с ним помириться. Ах, сердце сжимается, когда видишь такого грустного Тэхёна и обеспокоенного Чонгука. Такие моменты напоминают, что они такие же обычные люди, с настоящими чувствами, обидами и примирениями. И то, как быстро Чонгук понимает свою ошибку, и как сильно он боится потерять контакт с Тэхёном, говорит об их отношениях больше, чем любые слова. 5 место. Нежность Вигу. Окунемся в прошлое, в те времена, когда наши Вигу были совсем юными, а их связь только начинала обретать форму. Это время, когда каждое касание, каждый взгляд был полон той самой особенной нежности, которая остается в памяти навсегда. Их прикосновения тогда были такими трепетными. Это не были уверенные, привычные жесты, которые мы видим сейчас. Нет, тогда это было как первые робкие шаги по тонкому льду, как первые весенние цветы, робко пробивающиеся сквозь снег. Остается только представлять, как в эти моменты бились их юные сердечки, как дрожали пальцы, как замирало дыхание. Каждое такое нежное касание было, наверное, целым событием, маленьким шагом на пути друг к другу, который они прокладывали втайне от всего мира, но с такой искренностью в глазах. 4 место. Чонгук заступается за Тэхёна. Для Чонгука безопасность Тэхёна превыше всего. Чимин сжимает шарик, чтобы Тэхён вдохнул больше геля и повеселил всех забавным голосом. А Чонгук, внимательно наблюдая, останавливает Чимина, потому что мы все знаем, что это может быть опасно. Чонгуку совершенно не было смешно, он так решительно остановил Чимина. Чонгук, как самый заботливый и любящий парень, не позволил поставить под угрозу здоровье Тэхёна ради забавы. Этим все и сказано. 3 место. 2 части одной души. Можно смело вводить рубрику «Вигу-повторюшки», потому что, ну правда, сколько можно быть настолько на одной волне? Пусть это не заканчивается. Самое главное, это никогда не выглядит натужно. В этом нет никакого давления, никакой попытки выделиться. Это просто естественная реакция, когда ты чувствуешь себя настолько комфортно и близко с кем-то, что начинаешь неосознанно подстраиваться. Конечно, найдутся те, кто скажет, но они же вместе работают, естественно, подражают друг другу. И да, в этом есть доля правды, но то, насколько это происходит постоянно, насколько это не зависит от ситуации, говорит о гораздо более глубокой связи. 2 место. Любовь в глазах. Только при виде Тэхёна глаза Чонгука сияют любовью. Всегда с огромным интересом смотрит на него и не может не улыбаться. Украдкой любуется им, наслаждаясь каждым его действием. Мы видели много видео, где Чонгук буквально залипает на Тэхёна, и в эти мгновения весь остальной мир словно перестает существовать. Он ничего не замечает, есть только Тэхён. 1 место. Когда Тэхён слишком милый. Предел терпения Чонгука. Мы все знаем, что для Чонгука Тэхён это всегда номер 1. Но давайте будем честны. Бывают моменты, когда уровень милоты Тэхёна достигает критической отметки, и наш Гуки просто не выдерживает. Тэхён такой милый в этом берете, и Гуки не может скрыть свои эмоции, демонстрируя их на все 100%.
как он на него реагирует, этот взгляд, то, как он его тормошил. Чонгук буквально всем своим видом кричал: «Ну вы только посмотрите на него, разве можно быть таким милым? Мы тебя понимаем, Чонгуке». На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!